ничего не За 1000 случилось. просмотров там, допустим, Ничего доллар, не там, случилось, или все там, хорошо, просто интересно ваше мнение. Ну, я зашел почитать комментарии под клипом, естественно, речь сегодня о клипе, на песню «Знай». Очень хочу с вами этот вопрос обсудить. Так, вот так хорошо? Или вот так? Наверное, вот так. Зашел в комментариях и понимаю, что... сейчас, извините, по-моему, опять мутновато. И понимаю, что людям-то половину, просто реально половина, не понравился клип. Вот хочу, давайте сначала свое скажу мнение, если вам это интересно. Привет, Дагестан, привет, привет, привет. А потом пишите свои, в комментариях пишите, потому что, честно, немножко был удивлен, что настолько опять людям не понравилось. Ровно 50 на 50. Люди просто так хаят клип. Не пойму, почему. Во-первых, давайте так. Собственно, чего все ожидали? Лично я примерно похоже ожидал, потому что я немножко знаком с творчеством Алана Бадоева и тоже не доставляет. И это в его стиле. Если вы посмотрите его клипы, Алексеева, певца, там, Макса Барских, это абсолютно его стиль. Он снимает его можно сразу определить, да, вот это вот Алан Бадоев. Потому что так же, как по Игорю Крутому можно определить его стиль музыки, вот он пишет в таком стиле. Поэтому, собственно говоря, я когда увидел клип, единственное, что мне не очень понравилось, немножко темноват, потому что они снимали в такой потрясающей стране, где все-таки такие яркие, сочные краски. Вот. И мне вот чуть-чуть не хватилось как бы посветлее, чтобы было. Но на самом деле, не знаю, мне понравилось. Мне понравилось. И я, собственно, другого ничего не ожидал. А с другой стороны, мы сегодня с Джордан разговаривали, я говорю, как тебе клип? Она говорит, ты знаешь, говорит, Димаш, говорит, вот я тоже такого же мнения. Я говорю, можно было бы просто вот так взять телефон, пойти на МКАД, поснимать движущие машины, какую-то скорость, дорогу, наложить какие-нибудь фильтры, наложить, замедлить и просто поставить музыку. Понимаете, тут дело, мне кажется, больше в песне. Мне настолько нравится эта песня, что мне вообще, вот, честно, по барабану, что там происходило на картинке. Не то, что по барабану, но я не знаю, когда нравится песня, мне кажется, любая картинка ложится на его. Поэтому я такой немножко удивился. С утра, в 5 утра я стартовал мы там в чате у Димаша без 15 где-то 5 пообщались с людьми, я зашел, так интересно было. Вот. Но когда проснулся утром, залез в комментарии и прям вижу каждый второй, фу, ничего фу-то, я не знаю. Если сравнивать с тем клипом, который был «Любовь уставших лебедей», там была главная претензия, что было мало Димаша. Здесь было много Димаша. И опять что-то не так. Вот у нас тут люди такие, понимаете? Вот обосрать, сказать, что говно, плохо, мы первые. Я вот по другого немножко мнения, я считаю, что нужно поддержать. Вот представляете, люди старались, люди делали, к Димашу никаких претензий, исполнение песни просто идеальное, да, сыграл все как, очень круто все. Тоже старался, люди там, целая команда работала. И человек вот заходит посмотреть на результат своей работы, да, мнение почитать, и каждый второй комментарий говорит, что все плохо, темно, еще что-то, гнать этого Бадоева в шею. И ты вот, я по себе всегда сужу, вот когда я что-нибудь сделаю, и мне начинают писать или говорить, это ужасно, это плохо, это ужасно, и ты сам потом начинаешь в это верить. И с каким настроением человек должен потом дальше что-то делать. Честно, не знаю. Темновато, да, вот это по мне, это единственная претензия. Но картинка красивая, я не знаю. Я не знаю, как себя там Димаш чувствует и как он читает эти комментарии. Понятно, что и хороших много, но столько много не очень. И человек, может быть, сам подумает, господи, а может быть и правда у него это все ужасно было. Зачем настраивать человека вот на этот негатив? Не знаю. Вот видите, вот сейчас вот это вот ААА,
видимо, у нее АА на унитазе сидит, и тебя уже помню, кстати. Клип отстой. А я считаю, что ты отстой, понимаешь? Такие писать гадят. Надо тебя, кстати, заблокировать, ты меня уже реально достала. Ты везде ходишь и гадишь, как, примерно как твой этот аккаунт. Так, не знаю, пишите, вот что прям совсем все так плохо, или все-таки что-то хорошее было в клипе? Так ждали его. Вы не представляете, так интересно было наблюдать. Они же поставили как премьера показа. А это означает, что люди могли уже общаться на его странице, вот так же в чате, как мы сейчас с вами общаемся. Это очень прикольно на самом деле. И когда вот я где-то, наверное, с 4:30 наблюдал за этой картинкой, Виктория, не начинай. Вот видите, мне понравилось, мне не понравилось, отстой, плохо, бесподобен, ждала лучше, клип классный, просто бомба, клип классный. А если не понравился, что говорить чудесно? Ну, нет, я не говорю, что вообще, я не говорю, что должно было всем понравиться. Но такое ощущение, что прям предвзятое отношение к Бадоеву после того клипа. Вот у меня такое ощущение сложилось. Пишите просто, мне не понравилось. Но когда начинают, как всегда у нас любят, оскорблять, унижать, а потом говорят, вы не любите критику, ага, мы вас еще больше загнобим. Вот я о чем говорю. Вот, и когда интересно было наблюдать за полчаса примерно до клипа, вот в этом чате, и как люди прибавлялись, боже, я даже в сторис в Инстаграме выложил, лента это бежала как со скоростью света, со всего мира просто, вообще, это так интересно. Критика абсолютно необоснованная. И тоже, но вот единственное, что, вот эта критика, это, я считаю, это мое личное мнение, это что темноват. Темноват. Хотелось бы... Так, секундочку, по работе нужно срочно ответить. По моему мнению, клип должен был дополнять песню. Ты смотришь и начинаешь просто погружаться в атмосферу. Я очень люблю творчество Димаша, он ассоциируется мне с чем-то светлым и чистым. Это вот ваше мнение, это нормально. Поэтому, не знаю. Критика обоснованная. У кого-то обоснована, у кого-то нет. Просто просьба, не нанимайте, пожалуйста, больше Бадоева. Ребята, это вы ко мне говорите, как будто я его нанял, да, и пошел это. Так. Балет можно по 2 века. Извините, ребята, тут приходится еще и работать. Не знаю, я вчера посмотрел клип, прям включил на громкую музыку и нарисовал себе, нафантазировал то, что, собственно, и хотел. Сейчас, подождите. Зависла, отвисла, ребят. Виктория, ты здесь? Висит, да. Отвисла, напишите сразу быстренько. Вот видите, а сколько у людей разные мнения. Кто-то пишет, сюжет соответствует, танцоры лишние. А по мне так вообще не лишние. Ну, все мы люди разные, поэтому у всех разное представление. Потому что когда иногда мне пишут, допустим, одно видео, мне иногда кажется, что люди, посмотрев мое видео, хорошее, доброе, позитивное, веселое видео, и одни, значит, пишут, боже, Макс, какой ты классный, как позитивно, как ты тактично обходишься, общаешься с человеком. Тут же под ним комментарий. Фу, какой бестактный, какой невоспитанный. Я так сижу и думаю, они реально одно видео смотрели? Или это вообще люди пишут разное мнение? Поэтому иногда меня удивляет, что думаю, может быть, они разные видосы посмотрели, что настолько кардинально. Кто-то видит позитивное, воспитанность, корректность, кто-то наоборот, что я некорректно, невоспитанный. Это, конечно, забавно смотреть. Танцоры в грязи валяются. Не в грязи, а в земле. Вот понимаете, кто-то видит грязь, а кто-то видит землю. С травой, с океаном там, или море, что это было.
Вот видите, насколько мы все разные. А я вижу не грязь, а я вижу это творческий беспорядок. Зато иностранцы оценили. А как иностранцы, кстати, оценили? Как я не знаю русского языка, ой, английского языка, я не знаю, что там они писали. Макс, ты не можешь объективно судить, так как дружишь с Димашем. Да, наверное, да. Но я всегда, если мне нравится песня, какую бы картинку под нее не положили, вряд ли бы, наверное, бы. Ну, мне просто нравится эта реальная песня. Так, ложечку убираем, как и просили. Беседа на тему клип «Знай», да, именно на эту тему. Люди странно рассуждают, пишут Димашу, Лайка, Бадоеву, фу, работа общая у них, так что делайте выводы. Вот и я про то же говорю, что если настоящие поклонники и фанаты и писать фу именно Бадоеву, мне кажется, какое-то предвзятое отношение к Бадоеву. Предвзятое. Не знаю, мне... Звук отстает? Да ладно, какой ужас. Что в черном мешке у тебя за спиной? Виктория все заметит, все заметит. Это подарок для папы. Да, пап? Я сегодня уеду, пап, ты еще, наверное, просто не в курсе. Так утром ждала, была надежда, что не так плохо, как любовь, но не так, опять не так. Ну что вам всем все не так? Да господи, да наслаждайтесь песней, а. Димаша много в этот раз было. В прошлый раз главная претензия: нету Димаша, мало Димаша. Тут много Димаша. Все старались, снимались в таких условиях холодных. Я как представлю по этой грязи, как вы говорите, а я говорю земле, люди валяются, люди создают какие-то образы. Океан ледяной, ветер ледяной. Все снималось ужас. Мне как Ирлан рассказывал, это же вообще кошмар, жуть. А у нас одним словом говно и все. До свидос, блядь. Стараются люди, а в ответ тебе просто одним этим. Нет, все говно. Бадоеву вообще повесить на этом же водопаде. Китайский клип, пожалуйста, не эти. Бадоев огребает сейчас два плохих клипа. Накопилось, видимо. Да. Офигительный клип. Необычный клип под стать Димашу. Психоделика. Это стиль Бадоева, кстати, да. Согласен с вами полностью. Возьмите клип, который набрал, между прочим, по-моему, 140 миллионов просмотров, этого Алексеева «Пьяное солнце». Это же прям вообще в этом же стиле. Вот просто вот посмотрите. «Пьяное солнце» и «Чувствую душой». Вот «Чувствую душой» у Алексеева более такой светлый, какой-то райский клип. А «Пьяное солнце» это же просто клип суицидальный, можно сказать. Но такой глубокий. Мне, собственно, с этой песней он и стал популярным. Кому в кому конфетка? Каждому свое, ты прав. Да, поэтому тут что тут на самом деле рассуждать-то? Но... Кстати, Макс узнал, кто такой Геннадий Головкин? Да, конечно, мне сразу сказали, кто. Я на самом деле знал, как бы я помню, ну, в смысле, я даже кучу в Инстаграме я видел его. Я просто его вот в таком виде не узнал, в котором он там стоял. Кстати, Димаш сам говорил, что именно Бадоев может понять его внутренний мир и передать его. Так что вот. Но Димаш не Алексеев, а тема одна у Бадоева. Тоже согласен с таким мнением. Согласен. Конечно, я считаю, что Димашу, наверное, нужно теперь посотрудничать с кардинально другим клипмейкером. Ну так, знаете, как бы не на одном же зацикливаться. Единственная работа Бадоева понравилась Полине Гагариной. А какой клип был, кстати, я не знаю. Где Тоша? Да вон он сзади сидит. Тоша!
То Шулькин-то мой пацан нормальный такой сидит. Карл Гот умер? Да вы что? А многие, наверное, даже не знают, кто это такой. Нужно расширять сотрудничество с другими. Ребят, все будет, поверьте мне там, то, что туда. С Айсултаном круто было бы. А что именно с ним было бы круто? Между прочим, у Джордан какой есть клевый клип, снятый, где Айсултан в главной роли. Подсидел меня, можно сказать. Я говорю, я должен был там сниматься. Тогда я не был таким худым еще. А с толстячком, наверное, в кадр-то, наверное, не каждый хочет пойти. Кстати, завтра выйдет очень ржачное видео, подведение итогов, примерка одежды. Димаш расстроился, наверное, но надеюсь, что нет. Но Димаш, понимаете, он человек, перфекционист, да, который любит, чтобы все было идеально. Я уверен, что изначально он ему очень понравился, но, надеюсь, он не сильно читает комментарии. Очень на это надеюсь. Со своей точки, со своего, он сделал все идеально. Спел, сыграл, а уж другое, остальное все не от него зависит. Ситов Айсултан, клипмейкер. А я все про другого. Я люблю в клипах сниматься, но редко предлагают. А мне вообще не предлагают. Но я сказал, что если вы меня не позовете, все, я с вами больше не дружу. Казахстанский клипмейкер. Так, Димаш спел бы совсем один, только тогда дирсы будут довольны. Так, Димаш все идеально сделал. Да, напишет сценарий. Тоже. Все, опять я сегодня уезжаю, ребят, тошку бросаю на 3 дня. Кто ужасно? Ну не понравилось мне клип, 5 раз посмотрел. Да ну ради бога, ну не понравилось, так не понравилось. Поэтому... Про мое мнение о клипе, ну я вот первые 20 минут только об этом и говорю. Мне понравилось все. Кроме, у меня одна претензия, что я бы немножечко сделал посветлее этот клип. Мрачноват, темноват. Это единственная у меня претензия. А так я говорю, что вон, поснимай сейчас природу, наложи эту песню и будет круто. Потому что для меня песня очень крутая, поэтому я ее, что-то там на картинке не показывалось, я слушаю. Ну и все-таки красивые там на самом деле места. Поэтому... Это казахи писали, а вы зачем это сейчас пишете? Вы зачем вот это вот пишете, эти гадости, скажите мне. А Димаш вообще все игнорирует. Мне не нравится клип, но гадости я не пишу. Я надеюсь, что он игнорирует гадости. Не видео, что написано.